Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы поиграем с моим авторским големом, попушим кубки, но для начала я хочу показать один очень классный повтор. Мне удалось обыграть и унизить топ-игрока, который брал 3200 трофеев, который занимал 168 место в мире, и играет этот игрочок с легендарной колодой Вайпера Хок Палач Торнадо. Так вот, я его со своим големом просто размотал, хотя по сути у него даже, можно сказать, больше было шансов на победу. Итак, смотрим поединок против Роджера Федерера, знаменитого теннисиста. Я сразу ставлю голема, он закидывает, естественно, Хога, но у нас есть гоблины. Как я уже говорил, если у вас есть в цикле гоблины, то можно спокойно ставить голема, если что, вы кое-как защититесь. Но у него колода Хок Палач Торнадо. В принципе, у него все шансы для защиты. У него там и ракета. И такую колоду мне очень часто бывает сложно пропушить. Я тут подкидываю сзади колдуна, колдун сразу взлетает, и смотрите, как он протупил со своей валькирией, и колдун сейчас начинает всех просто разматывать. Вот вам и грибной колдун, смотрите, просто всех размотал, он там паники пытается защититься, колдун живой, но вроде бы защитился, но мы подкидываем грибную орду миньонов. И минус вышка, ребята. Вот такой вот старт поединка для Роджера Федерера. Лучше бы ты играл в теннис, а не в Clash Royale. Еще по главному зданию мы ему так неплохо наваляли. Очень давно я уже не обыгрывал топ-игроков. Когда-то я играл против самого Анабана. Проиграл, по-моему, 3-1. Ну, и больше я, наверное, с такими легендами. Ну, попадались мне серьезные игрочки там из топ-200 мира. Но, наверное, единственная легенда, против которой я играл, это был Анабан. Ну, Роджер Федерер — это тоже такой неплохой игрочок. Пытается он, конечно, откамбэчить, он не будет сдаваться, потому что для него это унижение, проиграть такому Аледжо какому-то неизвестному с рекордом 2200, ему хочется сейчас откамбэчить. Ну и есть все шансы, у него там и ракета, у него там и Хок. Ну и мне тоже не стоит зацикливаться на защите. Сейчас он потратил торнадо, это была ошибка, смотрите. Он думал, что убьет нашу орду миньонов торнадом, а я скинул лазу, и опять по главному зданию проходит просто бешеный урон. Итак, Хок закидывается, всего лишь одна тычка, ну и у соперника шансов мало. Тут скорее я сейчас его на трешку вынесу, чем он откамбэчит. Ставится голем. Ну, в таких ситуациях не надо уже полностью зацикливаться на защите, потому что соперник может все-таки башню каким-то чудом Хогами вам снести. Поэтому надо не только защищаться, но и атаковать одновременно. Идет у нас голем, полетела первая ракета. Я поначалу даже не понимал, что там за дека. Я только сейчас примерно понял, что это Хок Палач Торнадо. Снова колдун решает, снова решает орда миньонов. Ну как-то, честно говоря, унизил я этого соперника. Я не знаю, контра у него не контра. Ну, в любом случае у него палач против нашей орды миньонов. У него там, не знаю, ракета есть, валькирия, эволюция. У него есть все шансы для защиты. Он бы мог намного и лучше сыграть. Хок сейчас неплохо так прорвался, но этого мало. И, в общем-то, вот такая у нас убедительная победа. Размотали мы Роджера Федерера. Друзья, если вам нужен пас-рояль, новый герой Темный Принц или герой Вышибала, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Так, друзья, полетели в первую каточку, потому что, блин, я в этом сезоне хотел установить свой рекорд персональный. У меня рекорд 2221, и начало было реально хорошее. Я апнул 1800 за 2 недели до конца сезона. Но после слился до 1600, ну а после из-за дурацкого надгробия геройского я слился за 1200. Я стал пихать в колоду с големом это дурацкое геройское надгробие. И все, минус 400 кубков за полчаса, уже 1200. Какой бред. Никогда не играйте этим дурацким геройским надгробием, это просто полная шляпа. Вы тупо будете кубки сливать, 6 эликсиров в помойку. Все. Не зря топ-игроки с этим геройским надгробием не играют. Так, тут мы соперника неплохо пропушили. Он всех стянул под бомбу от гиг-скелета. Сейчас мы еще гоблинов прожмем.
Давайте прожимаем гоблинов. Ну, надо хотя бы сейчас, хотя бы чуть-чуть в кубки вернуть. Я не знаю, хотя бы до 1400 подняться, что ли. Просто, я не знаю, такой дикий тильт я словил. Просто... Я не знаю, что говорить. Я с этой колодой, блин, топ-игрока обыграл из топ-200 мира. Я думаю, вы видели только что в начале ролика этот поединок, блин. Реального топоря просто обыграл и унизил. И после взял этот тупорылое надгробие, и меня все стали унижать. Так, давайте закидываем тут лозу. Эксперименты до добра, короче, не доводят. Если вы хотите апнуть хорошие кубки, то играйте стабильно с одной колодой на протяжении сезона. Не надо эти эксперименты. Вот эксперименты в конце сезона до добра не доводят. Так, давайте ставим голема. К надгробию я больше никогда не верну. Все, для меня это надгробие закрытая книга. Так, вышку мы ему отдаем. Ну, тут сложно было защититься. Эволюция палача, гиг-скелет. Вышку мы ему, конечно же, отдаем. Но давайте сейчас на центр скинем орду миньонов. Колдунчика тут еще подкидываем. Проходим его надгробие. Колдунчик, взлетай. Ой-ой-ой, вот это он неплохо, кстати, придумал. На главное здание перетащил. Блин. Ребята. Надо его сейчас пропушить. Надо его пропушить. Я не хочу проигрывать. Не дай бог еще тут проиграть. Это вообще что за дичь будет. Нет, вышку мы ему сносим. Фух. Живем, вышку сносим. Так, опять этот гиг-скелет на нас идет наглый. Так. Мини-пека, срочно. Опаснейший момент. Опаснейший момент. Нам нужна орда миньонов. Орда миньонов. Сейчас тычка пройдет. Так, ни одной тычки. Нету ни одной тычки. Мини-пека, сделай тычку. У него все побито. У него все побито. И главное здание, боковое здание. Надо его добивать. Вот сразу взял нормальную деку и сразу чувствую, что пошло. А то так мучился, блин. Сам себе проблемы сделал. Так, палач. Надо его эволюцию палача надо убить по-быстренькому. Эволюция палача это капец, какая неприятная штука. Так, уничтожили, отлично, отлично. Эволюция на орду миньона у нас уже в цикле. Так что сильно нам не страшны его шарики. Так, надо ставить голема. Сейчас нам нужна решающая проходка с големом. Так, гиг-скелет. Гиг-скелет до вышки дошел каким-то чудом, я не знаю. Гиг-скелет до вышки дошел. Блин, он хорошо торнадо заюзал. Да ну что за шляпа, ребята? Вот что за шляпа? Так, давайте добейте его нафиг уже, да и все. Все, выиграли, выиграли. Как же все тяжело складывается. Ладно, поехали в следующую каточку. Надо кубки возвращать срочно. Ну, хотя бы 1400 надо вернуть в этом ролике. 1300 это не предел. Я сливался и до 900, и до 800. И что самое главное, на 800 кубках игроки порой сильнее, чем на 1800. Вот не поверите, но это действительно так. Потому что там много серьезных игроков, просто тильтанувших, сидит на 800 трофеях. И выбраться с того болота практически нереально потом уже, если ты на 800 где-то упадешь. Поэтому не надо так сливаться. Идем мы в атаку. Ну, первая атака у нас такая, для прокрутки. Для прокрутки орды миньонов все хорошо. Ну и заодно урончик ему 1200 хп нанесли. Да почему бы и нет. Сейчас палача поставим. Палач по двум сторонам лупит. Хорош, хорош палач. Точнее колдун, блин, я уже заговариваюсь, ребята. Я просто, смотрите, один видос я записал. Потом стал сразу второй видос записывать. Второй видос не получился, я сейчас третий видос записываю. Ну, короче, сейчас 3 подряд играю. Пытаюсь ролики наклепать. Понятное дело, что уже вареный, как собака. Так. Ну, пока что неплохо все для нас в этом поединке складывается. Но у него есть эволюция на гоблинскую клетку. Поэтому
Голема ставить как бы рискованно. Давайте вот так вот миньончиков на центр. Неприятный момент немножко. Гоблинов прожимаем. Ну, что-то я, блин, бесят меня эти рекруты. Бомжи, как их называют. Наверное, правильно их называют бомжами. Так, мини-пека, молодец. Так, еще и миньончик сделал тычку по вышке. Ну что, сейчас, наверное, все равно будем ставить голема, хотя у него, походу, летающие кабаны. А нет, у него обычные кабаны, я думаю, что у него будут летающие. Давайте вот так вот по-хитрому поставим колдуна, чтобы он задефал кабанов и пошел на правую сторону. Вот нормально, молодец, колдун. Так, у него яд. Но колдун должен выжить, по-моему. Колдун должен выжить. Ну, почти, почти. Так, миньончики отрабатывают. Кстати, эволюции на гоблинскую клетку у него, походу, нету. Так, лоза. Ну, это размен по сторонам. Так, добить летучку, ребята. Мини-пека, вали. Мини-пека, еще тычку есть. Еще. Так. Колдун, взлетай. Там до сих пор миньоны ему наваливают. Так, вышибала тут еще каким-то чудом оказался. Каким ты чудом вышибалу всунул в эту колоду, я не понимаю. Так, мини-пека там. Мини-пека провалился. Колдун, взлетай. Так, блин. Вроде бы у него капля какая-то осталась, но добить-то не так уж и просто. Окопался он в защите. И придется с ним еще повозиться. Ну, надо на боковую вышку атаковать, да и все. Не надо нам на главное здание идти. И поэтому голема надо ставить вот так вот. Не надо с центра ставить голема, потому что мы ему тупо шанс даем перетащить его на главное здание. Так, миньоны, убить летучку. Угу. Он пошел на трешку. Зачем ты на трешку пошел? Ну, какие у тебя шансы на трешку? У тебя шансов на трешку 0. Куда ты прешь? Так, ставим голема. Все, он на главное здание теперь его не перетащит. Так, еще раз, колдун. Взлетай. Так. Ну все, победа. Еле дополз там этот голем уже на последнем издыхании там. Но это победа, ребята. Все, есть, нормально. Индианцы обыграли, 50 индианцев, клан. Поехали в следующую каточку. Так, потихоньку возвращаем наши трофеи. Не хочу сегодня длинный видос делать, потому что уставший. Но хотя бы 1400. Давайте вернем, и будет уже неплохо. Ну, колода классная, хотя, конечно, многих смущает здесь орда миньонов. Но поверьте мне, я орду миньонов убирал, и уже, короче говоря, эффективность резко падала. Потому что в этом-то и прикол, что очень такой непредсказуемый юнит, которого никто не ждет и который может зарешать. Давайте сразу ставим голема. Это арбалет. И вот, кстати, какой это арбалет? Это кладбище. Надурили нас. Ладно, вот и вот миньончики решают. Кстати, против арбалетов такой прикол, что мы можем спокойно поставить голема против арбалета. Соперник, естественно, сразу всунет свой арбалет по другой стороне. А мы просто на арбалет орду миньонов кидаем. И зачастую он не успеет сделать фаербол. И в итоге идет голем там на вышку. Миньоны сжирают арбалет. И у него, короче, очень большие проблемы. Поэтому против арбалета эта дека неплохо у нас играет. Так, но это кладбище, это не арбалет. И что-то был уверен, что арбалет. Смотрите, рыцарь, Тесла. В принципе, все признаки арбалета. Но потом каким-то чудом там вылазят кладбища, я не знаю. Так, ну сейчас кладбище он вряд ли будет скидывать. Сейчас у нас хорошая ситуация по эликсиру. Так, у нас, походу, где-то на капле 3-4 преимущество по элику, потому что он долго ничего не делал. Так, колдуна ставим. Колдун, взлетай.
Отлично. Так, Теслу, походу, немножко кривовато поставил. Отлично, от Теслы ничего не остается, колдун живет. Так, ну, ладно, защитился соперник. Но еще одна атака у нас сейчас будет. Мы можем с этой колодой очень много делать атак, нам спешить некуда, хоть 5 атак за поединок. Просто будем его пушить, и в один момент все-таки допропушим его. Так, фаербола у него нету, это хорошо. Подкидываем орду миньонов. Ну, должны мы сейчас ему сделать больно, по идее. Колдун. Так, гоблин пока что нам делает больно. А вот это барахло зеленое тоже очень неприятно нам помешало. Зеленое барахло вот это. Так, ставим еще раз голема. Готовимся к кладбищу. Нет, голема не дает он нам поставить. Но это тяжелый поединок, блин. Тяжеленький поединок. Давайте орду миньонов скидываем. Конечно, у него там есть яд, но успеет ли он его всунуть? Так. Ну, тяжелый поединок, что говорить. Ну что, слили, к сожалению, только что каточку. Мы поехали дальше. Ну, честно говоря, уже какой-то тильт. Недоволен я своей игрой. Ну, давайте еще раз ставим голема. Я даже не хочу там выжидать никакого двойного эликсира. Я просто хочу сразу жестко пушить. Вот и все. Это пека. Я не знаю, может быть пека бандит Катаран. Может быть что-то другое. Ставим ночную ведьму. Да, это походу стандартная пека бандит Катаран. Ну, должен быть у него, конечно, фаербол. Угу. Но я думал, что вдруг у него там яд. Да и в любом случае миньончики сделали свое грязное дело. Миньончики свою миссию выполнили. Так, тут ставим мини-пеку. Ну, у него, кстати, нестандартная версия. У него с басковым версия. Потому что в оригинале певцов нету никаких. А сейчас у него могут быть проблемки. Давайте закидываем лозу. Ой-ой-ой, братанчик, как больно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как больно. Минус вышка, ребята, минус вышка практически. Вот так вот, на последнем хп прожал мини-пеку, практически минус вышка. Больно мне, больно, не унять эту злую боль. Да. Ну, должны мы доводить этот поединок до победы. Ну, посмотрим. Он так вот наглую ставит пеку с конца карты. У него фаербол, поэтому орду миньонов я особо просунуть не могу, ребята. Хотя теперь я орду миньонов могу спокойно просовывать. Я ему даже спасибо скажу. Просто спасибо, что он так вот сделал, потратил фаербол. Вот не зря у нас в колоде одновременно колдун плюс орда миньонов. Вот так вот мы можем соперника разбайчивать на фаербол. Так, ну тут мы защитимся без особого урона и идем его добивать. Вот мини-пека, конечно, шикарно зарешала. Мини-пека просто бомбически себя повела. Так, давайте гоблинов прожимаем. Халявный урон нам не помешает. Напрягаем его на призрака. Заставляем его призрака поставить. Так, ну давайте уже добивайте его. Там, в принципе, какая-то мизер остался на вышке. 192 хп. Ладно, давайте скинем 2 лозы, потому что можно с ним долго так возиться. Даже вторая лоза не понадобилась. Колдун, взлетай. Ну ладно, немножко реабилитировались мы после прошлого поражения. Не все так гладко, как я ожидал, но, тем не менее, немножко мы реабилитировались. Так, играем дальше. Хочу просто сегодня побольше каточек подряд, без всяких перерывов. Так, поехали сразу, нон-стоп играем. Немножко такая психика расшатанная. Ну, уже просто из принципа хочу видос доделать сегодня и все. Не хочу уже на завтра переносить. Так, 1337 у нас. Ну, это позор, это позор. Было 1800.
Можно спокойно ставить голема, когда есть гоблины в цикле, потому что, если что, на другую сторону кинем гоблинов, да и все, поэтому я не парюсь. Ну, гоблины это, конечно, имба. Вот я не вижу им альтернативы в колоде с големом. Это, кстати, шарик, ребята. Это колода с шариком. И тут важно правильно использовать Орду Миньона в этом матчапе, так сказать. Потому что вряд ли он пройдет Орду Миньонов своим шариком. Просто он пока что не знает, что у нас Орда. Я не буду ему показывать. Пусть вначале выпускает шарик, тогда я ему Орду свою покажу. Но он тоже не спешит. Ну, обычная дека, по-моему, 3.0 эликсира или 2.9. Этой колоде уже миллион лет. Классика, так сказать. Вот недавно я снимал ролик про Хога 2.6, тоже классика. И там было достаточно мало просмотров. И мне в комментариях один парень написал, что я про Хога 2.6 не смотрел, потому что мне Хог 2.6 надоел. Что там в нем интересного? Обычная классическая дека. Ну, хорошее мнение, я пойму, я понял. Может быть, вам хочется нестандартные деки. Так вот, у соперника тоже обычная классическая дека. Шарик, башня-бомбежка, мушкетер, шахтер. Башню-бомбежку он сейчас криво поставил очень. Давайте мини-пеку подкидываем. Очень кривая башня-бомбежка. Я не знаю, как так можно было ошибиться. Нам нужна лоза. Я хочу тут вышку снести, ребята. Очень важно сейчас ему башню снести, иначе он может оклематься. Нет, это минус вышка. Все отлично. Это минус вышка. И, в принципе, с нашей эволюцией на Орду у него шансов ровно 0. Я думаю, что он попробует сейчас еще шарик прокинуть, если не сдался. А если сдался, то нам еще и лучше. Все. Да, он сдался. Хорошо, быстрая победа. И сразу летим в следующую каточку. Нон-стоп играю. Вот когда 1500 верну, будет немножко спокойнее на душе. Все. Пошел процесс, пошел прогресс. Сразу в следующую каточку летим. Сложную колоду обыграли. Но соперник сыграл не лучшим образом. Я не знаю, ну а тут вот ставить голема, кстати, рискованно сейчас ставить голема, потому что гоблина у нас нету в цикле. Поэтому я в таких ситуациях не рискую голема ставить. А теперь можно ставить. Ну и вообще, когда вот так вот идет ночнушка, и у тебя до хрена эликсира, то не грех впереди поставить и голема. Давайте скинем лозу. Я не знаю, сколько сейчас пройдет урона, но в любом случае немало. Вот просто идет такая ночнушка с конца карты, эликсира до хрена. Ну, ставьте впереди голема, а почему бы и нет. Минус полвышки на ровном месте. А вот тут важный момент, чтобы у него не было молнии. Потому что если у него будет молния, то все может плохо закончиться для нас. А если у него молнии нету, то это изи защита. У него нету молнии. Это изи защита, ребята. Давайте сейчас еще проконтратакуем вот так вот мини-пеку. Есть большой смысл ставить мини-пеку впереди колдуна. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, потратил ты свои стрелы. А ну-ка, чем ты будешь контрить Орду Миньонов? А, эволюция ведьмы. Эволюция ведьмы. Ну, впереди он может ставить своего ледяного голема, по идее. Но не решился. Так. Колдун — это прямая контра ведьме. Хорошо, законтрили. Сейчас, наверное, еще прожму колдуна, пусть взлетает. Может, вышку ему добьем. Хотелось бы добить ему вышку, иначе могут быть проблемки. Так, ну нет, не добили мы ничего. 574 хп. Надо еще голема ставить на правую сторону. Так, у него, кстати, голем. А чё я так тупанул, что подумал, что у него эликсирный голем? У меня уже, блин, галеники какие-то. Как будто бы он выпускал эликсирного голема, мне казалось. А по факту никакого эликсирного голема у него то и нету. Ладно. Но у нас есть эволюция на Орду Миньонов. Сейчас попробуем задефаться как-нибудь по-красивому. Давайте вот так вот ее выпускаем. Тут еще колдуна. Колдун взлетай. Так. Если мы сейчас тут задефаемся и вышку ему не отдадим,
то это будет просто мега шикарно. Не хотелось бы ему вышку отдавать. Нет, ребята, у меня не галеники, у него реально и обычный голем, и эликсирный голем. Я думал, что у меня галлюцинации, что мне там что-то кажется. Нет, у него реально 2 голема в колоде. Ну что ж. И пошла такая мода на такие зашкварные деки. Ладно, выжили мы, выстояли, все, победа, хорошо. Хорошо, но сложновато было. Пошел у нас. Пошла жара. Так, летим в следующую каточку. Вы видите, какой сегодня бешеный темп у нас. Просто играю. Ну, только подбор долгий. Я не знаю, почему такой долгий подбор на таких низких кубках. После этой победы мы 1400 сейчас вернем. Так что, скорее всего, этот ролик, кстати, у нас выйдет. Все-таки разыгрался немножко я под конец. Так, прокрутились мы до эволюции на Орду. Хорошо, магический лучник на нас идет. Так, было бы неплохо активировать главное здание, но... Блин, а почему он не достал магический лучник, ребята? Я вроде бы неплохо так мини-пеку поставил. Были шансы активировать главное здание, но магический лучник не достал. Так, давайте еще скинем. Ой-ой-ой, блин. Один раз сегодня такой трюк прошел, а сейчас нет. Вот я хотел вышку ему снести. Но не прошел трюк, к сожалению. У него скелетики. Так, колдуна мы, конечно же, прожмем. А ну-ка. И раньше, кстати, колдуна, когда вот так вот я прожимал, очень часто колдун главное здание активировал. Была такая проблема, что колдун часто сопернику случайно главное здание активировал. Сейчас это понерфили, уже колдуну так вот главное здание не активирует, как раньше. Так, шанс какой-то урончик ему нанести. Так, гоблинов прожимаем, конечно же. Да вообще раньше, блин, колдун в каждом втором поединке главное здание активировал. Все, сейчас этой проблемы нету. Как-то так незаметно его изменили. Точнее, даже улучшили, апгрейднули, так сказать, колдуна. Не понерфили. Так, ну давайте ставим голема. Сейчас, конечно, кабаны, скорее всего, полетят. Но я голема ставлю. Я забиваю болт на оборону. Так, просто лучника убью и все. А так на оборону я забиваю болт. Так. Что там у него по заклинаниям? Интересно. Ночная ведьма, блин, не вовремя так вернулась. Орда Миндиона врывается. А ну-ка. Надо бы убить его охотника. Так, охотник, блин. Какой живучий охотник. Просто урод. Просто урод. Колдун, взлетай срочно. Все, ребята, все, мы его все-таки продавили. Хотя казалось, это полная жопа, но мы его продавили. Так, гоблины, оживайте. Я был уверен, что это поражение, но все-таки мы живем. Ну, будет сложная концовка поединка. Скоро кабаны побегут. Угу, побежали. Так, мини-пека. Я как-то забыл, что у него там по зданиям. Есть ли у него вообще, в принципе, здания? По-моему, у него зданий никаких нету. Просто играю уже на автомате. Походу, зданий у него реально нету. Так, миньончики. Угу, магического лучника убили. Колдун, взлетай. Валькирия, иди ты нафиг, дурочка ты такая. Иди ты нафиг. Так, мини-пеку подкидываем. Пошла жара. Ну все, ребята, все, продавили его, продавили, отлично. Фух, ну вернули мы немножко кубки. Вот так вот я жестко решил пропушить. Мега жесткий пуш сегодня, и все. Возвращаем кубки. У нас уже 1426. Давайте посмотрим, сколько у нас побед подряд. В принципе, 4 победы подряд, неплохо.